Всем привет! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Даша, и сегодня будет серия, посвящена обзору и сборке легендарного советского автобуса ЛиАЗ-677М. А купить такую модель и многие другие от ТВД вы можете на сайте «Модельная лавка», а по промокоду Даша вас будет ждать скидка, так что все ссылочки в описании. А теперь давайте взглянем, что в коробке. Итак, давайте посмотрим на коробку сначала. И здесь нарисован сам автобус, а за рулем сидит актер, по-моему, Папанов. И он водитель. В роли неудачливого пассажира здесь Юрий Никулин, если я не ошибаюсь. И он не попал в автобус на остановке «Цирк». Скорее всего, эта остановка находится на Цветном бульваре. Примечательного я могу заметить, что на коробке нету надписи «ЛиАЗ», а просто городской автобус 677М. Видимо, тут есть какие-то проблемы с лицензией, но самое главное, что здесь почему-то все равно есть отчетливая надпись «ЛиАЗ» на самом автобусе. Эмблема, точнее, а не надпись. Так, и очень интересное замечание, что маршрут у автобуса – это Земля, Луна. Не знаю, я такого маршрута еще нигде не встречала. Видимо, это отсылка к такому прозвищу автобуса, как «Луноход». Кстати, если вы знаете, почему его так называют, то напишите об этом в комментариях. А также, если вы знаете другие прозвища, и напишите и происхождение этих прозвищ тоже. Мне будет интересно почитать. Так, давайте дальше смотреть. И тут торец коробки, и здесь сама декаль изображена. И это довольно тоже интересный момент, что тут адекватный маршрут, не Земля-Луна. А также здесь есть эмблема 5-го автобусного парка Мосгортранса. Ну и сами номера и значки. Довольно приятная декаль. Так, давайте дальше. Не знаю, стоит ли, наверное, перевернуть и посмотреть ближайшие анонсы и другие автобусы у АВД. Тут ЗИУ-10, кстати, он у меня уже есть на канале, и вы можете посмотреть это видео сразу после этого. ЗИУ-9, но это примерно то же самое. Пазик, ЛАЗ, ЗИС. Пазик мне бы тоже хотелось поиметь в своей коллекции. Тем более я как-то каталась на одном из них. Ну что ж, давайте откроем. И тут бумажки, буклет. Буклет изображает примерно то же самое, что и на самой коробке. Ну, тут плюс есть какая-то техническая информация об автобусе. И плюс, ну и все, собственно. Маленький рекламный буклет. Так, дальше давайте откроем инструкцию. Видите, она проста, потому что книжка тоненькая. Тут детали. Их немного. И сборка начинается с колес. Не знаю, по мне довольно простая сборка. Единственная проблема, наверное, это из-за большого количества окон. Но это не сколько проблема, сколько немного муторный процесс рисования на стеклах именно уплотнителей. А так все легко и просто. И мне, кстати, очень нравится, что они перестали делать одной сплошной деталью окна. То есть их вставляешь не изнутри, как это было, например, на Кавзе, а снаружи, как это делалось на реальном автобусе, я думаю. Салон. Ну, что тут? Сиденье и поручни. Плюс торпеда водителя. Оси с колесами. Ну и, собственно, наверное, вся сборка, да. Вот и все. Очень просто и легко. В этом плане мне автобусы очень нравятся, потому что собирать их довольно просто. Так, ну и давайте посмотрим на детали. Так, это декаль. Сейчас мне надо взять нож.
Так, вот он нож. Ну, собственно, мы видели ее на торце коробки. Единственное, что мне не очень нравится, что белые надписи находятся на белой подложке декали. Это может при малом опыте мы можем повредить саму декаль. Но думаю, когда-нибудь ребята это исправят. Было бы удобнее, если бы, например, подложка была голубой, на мой взгляд. Как это делают ребята из ICM. Так, следующий маленький пакетик. Это пакетик с осями, наклейкой зеркал и дворниками. Но я не буду их открывать, потому что я сейчас это все, как обычно, потеряю и буду полдня искать. Вот, видно? Не знаю. Наклейки — это классное решение, но на Зиу, например, я столкнулась, что эта наклейка не соответствует размеру зеркала. Пришлось рисовать. Посмотрим, как это будет сейчас. Так, ну давайте возьмем саму основу. Да, я вставила в нее уже днище. Видите, насколько это упрощенная деталь. Но, в принципе, для автобуса, наверное, это не столь важно, потому что тут будут колеса, он очень низкопольный, мне кажется, должен получиться, ну, относительно низкопольный. Вот, и на модели не увидишь все эти детали днища. Так, ну, собственно, сам корпус. Корпус выполнен из металла. Единственное, что мне не очень нравится, что здесь очень грубо затесан какой-то шов, видны заусенцы. То есть мне придется это тоже еще выравнивать поверхность. Так, двери выполнены отлично. С этой стороны лючки, все супер. Ну и самое интересное — это мордочка. Так вот она появилась в фокусе, что очень классно сделана гравировка эмблемы Лиаза. Не знаю, по-моему, выглядит очень симпатично. Здесь надо немножко будет подровнять напильничками. И сзади, не знаю, по-моему, все супер. Так, дальше перейдем к деталям. Так, здесь, ну, перегородка, бамперы, торпеда. Ничего сложного, как вы видите. И сиденье с колесами. Все, в принципе, это все детали. Вот колеса, кстати, это, точнее, не колеса, а покрышки. Вот эти покрышки, давайте сейчас их посмотрим. Так, протектор у них довольно неплохой, но все равно виден шов. И мне не очень нравится, что нету никаких заводских штампов на боковинках. А так, в принципе, не самый плохой вариант, но могло быть и лучше. Так, ну и дальше остекление. Ну, тут тоже я не вижу никаких проблем. Стекол много. Главное, что у них выпуклый уплотнитель. Это очень упрощает работу с нанесением этого уплотнителя. Ну, соответственно, черной краски. Так, и тоже очень замечательная деталь. Это вот такие вот травленые решетки для радиатора. На коробке они изображены вот на мордочке. И вот такого вот плана они в коробке. Мне кажется, очень классная деталь, которая сделает модель, ну, крайне детализированной. Не знаю, мне нравится. Что ж, приступаем к сборке. Автобусы довольно легкие в сборке. Основная задача, по сути, это приклеить сиденья, поручни и некоторые внешние элементы. И автобус можно будет отправить в покрасочный цех.
Я буду использовать клей от небольшой подмосковной фирмы Major Models. Это клей неплохой бюджетный аналог томиевского клея для АБС пластика. Это получается уже мой 4-й автобус от АВД. Первый был пассажирский аэродромный прицеп Аппа, потом я сделала доярка ВОЗ КАВС. А недавно я завершила работу над троллейбусом ЗИУ-10, и видео с его сборкой и окраской можно уже видеть на моем канале. Оно вышло не так давно. Так что можно сказать, что в постройке автобусов у меня уже есть некоторый опыт. Поскольку эта машина является легендарной в нашей и не только стране, то по ходу сборки я буду вам рассказывать известные и не очень факты об этой легендарной машине. Скотовоз «Луноход», известный также как ЛиАЗ-677 «Сарай», городской автобус производства Ликинского автобусного завода с карбюраторным двигателем, переднемоторные компоновки, гениальное музыкальное гидромеханическое КПП под звон бутылок и люминесцентным освещением, что для Советского Союза и не только было прорывом. Правда, КПП была всего лишь двухступенчатой. Первая передача была понижающей, вторая прямая. Гидротрансформатор работал на обоих ступенях. Зато по мере роста скорости на второй передаче блокировался, так что фактически ступеней было все-таки 3. Зато передачи можно было перещелкивать вручную, хоть этим почти никто и не пользовался. А люминесцентное освещение было сделано по примитивной схеме. И работало оно нестабильно, и его часто просто не включали. Разработка данного автобуса началась на ЛиАЗе еще в начале 60-х годов. Первые опытные образцы появились в 1962 году. В течение еще 5 лет был построен десяток опытных автобусов, которые отправились на испытания. ЛиАЗ-677 начали выпускать с 1968 года, а с 1978 года выпускалась модернизированная версия автобуса ЛиАЗ-677М. Последний ЛиАЗ сошел с конвейера Ликинского завода 7 августа 1994 года, однако в некоторых других городах Яхрома, Орехово, Зуево их клепали аж до 2000 года. Всего было выпущено более 194 тысяч экземпляров всех модификаций. Из них часть автобусов было экспортировано в страны Восточной Европы, ГДР, Кубу и Монголию. После 2000 года в столице автобусы ЛиАЗ-677М начали досрочно списывать как неприспособленные под турникеты. Однако и в 2010 году данный автобус продолжает эксплуатироваться в качестве техпомощи. С технической точки зрения «Луноход» – типичный автобус 50-х годов. Кузов уже несущий, без рамы, на объемных сварочных конструкциях, которые по мере гниения, разумеется, лопались и гнулись, но высокопольный, с установкой всех агрегатов под ним. Мягкость хода обеспечила за счет использования пневмоподвески, однако из-за отсутствия какой-либо системы поперечной стабилизации при поворотах ЛиАЗ очень сильно дает крен, ввиду чего поездка в переполненном автобусе доставляет некоторых эмоций. А порядком раздолбанный, набитый ЛиАЗ вообще имел обыкновение ездить с перманентным креном градусов 20 на левый или правый борт, вызывая чувство, что вот-вот завалится. Крен во время прямолинейного движения, как правило, вызывался неравномерным распределением кресел в салоне, а следовательно неравномерным распределением нагрузки от людей в набитом под завязку автобусе. Ну а со временем и кончиной пневмокранов подвески на более нагруженной стороне. Весьма нервирует поездка в автобусе, тормозная система которого по факту может сработать, а может и нет. Воздух для подвески и для тормозной магистрали идет по одной и той же системе, а автобус начинает замедляться только при давлении обычно в 3-4 атмосферы. Обнаружить баллон с воздухом можно, если открыть один из люков по правому борту. А еще резиновые подушки периодически оглушительно лопались, после чего воздух уходил из системы, и автобус оставался без тормозов. Это объясняется тем, что у ЛиАЗа нет энергоаккумуляторов тормозной системы, как у КАМАЗа, например. У него тормозная система, как у ЗИЛа, поэтому при разрыве подушки воздух для торможения оставался только в ресиверах, то есть экстренно затормозить можно. Также в ЛиАЗе корма была ощутимо легче передней части, и на хорошей кочке пассажиры, стоящие на задней площадке, подпрыгивали. При этом сидящие на задних сиденьях тоже иногда могли биться головой об потолок. Скоростной режим определялся степенью раздолбанности коробки. Так, на ровной дороге автобус развивал скорость в среднем в 40 км в час. Максимум при разгоне мог быть, как у современных автобусов, до 90 км в час. Однако при встрече со какой-нибудь серьезной горкой он начинал ползти чуть быстрее пешехода. Отсюда еще одно народное название агрегата – клопозавр. Ибо полз он как клоп по стене. Известны также случаи, когда приходилось выходить из салона и вручную заталкивать автобус на гору.
из-за сожженных фрикционов первой передачи, что несказанно доставляло пассажирам радости. Пассажиры отзывались об этом автобусе с любовью, что выразилось в наречении его луноходом, маслом, чемоданом, сараем, бревном, баржей и прочими благородными прозвищами. Вместимость нашего героя в часы пик номинально до 110 пассажиров массой 51,5 кг. По сравнению с предшественниками и мягкость хода по сравнению с пазиками являлись несомненными достоинствами данного автобуса. Тут я алмазным надфилем от мачете слегка подравниваю грубый след от шлифовки. Появление ЛиАЗ-677 в автобусных парках благоприятно повлияло на семейную жизнь водителей. А знаете почему? Работая на предшественнике ЗИЛ-158 без гидроусилителя руля и с механической коробкой передач, водители выматывались так, что дома не были способны ни гвоздь забить, ни мусор вынести. А на ЛиАЗе-677 были и гидроусилитель руля, и коробка-автомат. Крыша у автобуса состояла из отдельных фрагментов металлического листа, поэтому начинала протекать сразу после схода с конвейера. В случае, если в парке не заморочились и организовали душ для пассажиров, развивался процесс гниения. Там за панелью потолка самые условия для этого, и со временем крыша начинала жить отдельной жизнью, держалась на вертикальных поручнях и на честном слове. Пассажиры, державшиеся за поручни, в данном случае выступали в роли ребер жесткости, скрепляющих салон в единое целое. А задняя площадка находилась чуть ниже уровня пола. Силовой каркас заканчивался перед ней, и как результат на старости лет отваливалась эта самая попа. Чтобы попа совсем не отвалилась, нагрузку на нее снижали установкой дополнительных сидений в заднем свесе, уменьшая тем самым предельную плотность пассажиров. Выхлопная труба, проходившая вдоль салона автобуса, довольно скоро ржавела, что превращало луноход в газовую камеру и породило локальный мем «Автобус отапливается выхлопными газами». Вот такая у меня получилась сборка. Серия с окраской выйдет совсем скоро. Забегая вперед, скажу, что результат моей работы мне очень сильно понравился. Я довольна. Думаю, со следующим автобусом я уже буду смелее в окраске. Так что увидимся в следующем видео. Подписывайся на канал и ставь лайки. Пишите комментарии, как вам запомнился этот автобус. Кто он для вас, луноход или скотовоз? А может, вы запомнили его под другим прозвищем? Обязательно напишите об этом в комментариях. До новых встреч. Пока-пока.